Привет! Решил немного украсить рабочий стол и для этого выбрал фигурку из игры Dark Souls. Конечно, подобные можно купить на Амазоне, но гораздо приятнее сделать ее самому. Это история про реалистичную покраску миниатюры, а также имитацию порванной ткани и реалистичного хвоста на шлеме. Также я очень хотел опробовать новый бюджетный принтер на жидком фотополимере. Часто спрашивают, где я беру 3D модели. Есть куча вариантов, зависит от цели. Иногда сами моделеры присылают мне. Чаще я сам моделю объекты или ищу в интернете платные или бесплатные. Как правило, с бесплатными приходится дополнительно изрядно повозиться. Если вы потратите 10-15 минут на поиски того, что вам нужно, то скорее всего вы сможете найти что-то подходящее для себя. А лучше качнуть навык 3D моделинга и делать все что угодно, не завися от других. Итак, мне приехал из Китая принтер Anet N4 на фотополимере. На день публикации его цена была всего $280. В среднем цена на Алишке баксов 400-500. N4 это младший брат принтера N7, который в свою очередь стоит уже $1500. Крышка полностью снимается, что кажется достаточно удобным, но совсем не обязательным. В качестве сравнения модели N4 я буду использовать самую близкую модель Photon от Anycubic. Комплектация очень богатая. Есть флешка, фильтр для слива полимера, перчатки, 2 скребка. Один, кстати, стальной, это прямо очень круто. В отличие от Фотона, в Anet нет вентилятора, и от этого он значительно тише работает. В принтере всего одна направляющая, по которой ходит печатный столик, точно так же, как и у первой модели Фотона. Высота печати 138 мм. Ванночка для полимера предназначена для печатной области 120 на 65 мм. Ничего особенного, от Фотона отличается только формой. Прежде чем приступить к печати, сначала нужно выполнить калибровку. Ставлю печатный столик, закрепляю его винтом на оси, проверяю работу дисплея. Для этого в меню принтера есть специальный функционал. Дисплей в порядке. Ослабляю винт, который удерживает столик от вращений, таким образом, чтобы он свободно вращался. На дисплей кладу лист и опускаю столик. Нужно добиться того, чтобы лист под столиком двигался с усилием. В меню принтера фиксирую нулевую точку по оси Z. Ставлю ванночку и фиксирую ее винтами по бокам. Печатать можно любым полимером. Для этого принтера я заказал серый полимер Novastan. Перед использованием обязательно нужно хорошо взболтать. Заливаю полимер в ванночку, вставляю флешку с подготовленной 3D моделью в слайсере и нахожу ее в меню принтера. Вот и все, стартую печать. Я очень переживал за результат из-за качества сборки принтера. Есть люфты, но на работе это, как ни странно, не сказывается. В качестве домашнего принтера Anet отлично подойдет. Печать завершилась, и я уже сейчас вижу, что качество и детализация отличные. Модель напечаталась с первого раза, что для меня необычно на серой смоле. С ней частенько возникают трудности. Снимаю крышку и понимаю, что печатный столик сверху был абсолютно горизонтальный, и излишки полимера никуда не стекли. Лучше, если форма печатного столика сверху трапециевидная, тогда полимер стекает сам в ванночку. Модель промываю спиртом в ультразвуковой ванне. Спирт в ванне немного зеленый, так как до этого я там уже промывал модели из прозрачного зеленого полимера. Это никак не скажется на очистке новой модели. Достаточно пары минут и моделька очищена. Снимаю основную массу подержек руками. Они легко отходят и отправляю деталь в ультрафиолетовую камеру для полного отверждения. Все напечатанные части крашу черным праймером. Броню крашу стальной акриловой краской. Алюминиевой краской сухой кистью дополнительно прохожусь по элементам брони. Это помогает выделить грани, и броня становится ярче и поблескивает на свету. Кольчуге придаю медный оттенок все так же сухой кистью.
крашу пояс, а дальше самое вкусное – имитация рванины. Я использую обычные салфетки без фактуры, разрываю на небольшие кусочки, промазываю их клеем Mod Podge и наклеиваю на плащ. Дополнительно модерирую края. Как только клей высох, я зашкуриваю поверхность бумаги, чтобы она стала единым целым с пластиковым плащом. В покраске миниатюр важно следовать одному правилу – основной цвет, цвет тени и цвет света. Тогда даже у новичка покраска будет смотреться добротно. Для основного цвета плаща я выбрал синий. Более светлым оттенком сухой кистью я покрашу все складки сверху. Во всех углублениях немного добавлю темного. Где-то видел в интернете у него на плаще рисунок или герб, не знаю точно, стараюсь это нарисовать. Рисунок смотрится как новый, а плащ как старый. Надо сбалансировать, то есть состарить рисунок. Делаю это кусочком губки краской под цвет плаща. Черным металликом добавляю сколы и потертости на броне. Склеиваю все части в единую конструкцию. Хвост на шлеме делаю из волокна для валяния. Сначала из проволоки создаю необходимую форму, а затем на супермомент приклеиваю волокно. Придаю ему окончательную форму. Пока хвост на шлеме будет сохнуть, я крашу подставку.
Фигурка готова и теперь будет стоять рядом с рабочим компом. В следующем видео будет подробно показан процесс создания моря из эпоксидной смолы. Спасибо, что смотрели, пока!